Молитва застыла в горле. Сегодня твой Бог — это не только небеса, но и сталь в твоей руке. Тысячи глаз, полных жадного ожидания, буравят тебя, но твой взгляд пронзает толпу, цепляясь лишь за одну фигуру на трибуне. Там, в траурном черном, сидит твоя Маргарита, твоя жена. Один неверный шаг, дрогнувшая мышца, пропущенный удар, и твой меч обернется не спасением, а смертным приговором. Ты падешь, и в тот же день, пока ты будешь истекать кровью, ее, твою Маргариту, заживо сожгут на этом костре. И эту чудовищную чашу ты сам заставил ее испить. Ты Жан де Каруш, рыцарь, чья честь висит на острие меча, а судьба на волоске. Ты стоишь на пороге последней в истории Франции судебной дуэли, где каждый удар — это крик о поруганной чести. Сегодня я вытащу тебя из твоей комфортной реальности и брошу в жестокую изнанку средневекового правосудия, где честь ценится дороже золота и земель, а истина выбивается не словами, а сталью и кровью. И это еще не все. В конце этого погружения я раскрою перед тобой леденящую кровь тайну. Почему рождение твоего долгожданного наследника обернулось не радостью, а смертельной угрозой, чуть не став главным доказательством вины твоей жены? И какую же тайну историки спустя 600 лет до сих пор не смеют разгадать? Отбрось все, что ты знаешь о справедливости. Приготовься к полному, беспощадному погружению, потому что перед тобой развернется не просто история, а настоящий, душераздирающий средневековый детектив. Когда мы слышим слово «детектив», перед глазами встает образ умного и притягательного Шерлока Холмса или эксцентричного Эркюля Пуаро. Они, возможно, смогли бы распутать это головокружительное дело с помощью дедукции, но машины времени у них нет. А во мрачном, беспощадном средневековье, увы, нет места для утонченного ума. Вместо логики — лишь сталь. Вместо закона — крик толпы. Вместо справедливости — Божий суд. Представь себе Францию конца XIV века. Столетняя война не просто разрывает страну на части, она медленно, мучительно выпивает из нее кровь. Кодекс рыцарской чести, хоть и трещит по швам под тяжестью предательств и жестокости, все еще остается единственным якорем в этом штормовом океане. Это эпоха, когда жизнь человека стоит недорого, но репутация — это все. Это время, когда ты, Жан де Каруш, выходишь на авансцену, фигура, воплощающая в себе как последние отблески благородства, так и все чудовищные противоречия своей эпохи. Ты был рыцарем, но не из тех, кто нежится в роскоши и королевской милости. Твоя жизнь, Жан, была бесконечной, изматывающей чередой борьбы. За клочки земли, за крохи влияния, за то признание, которое, как тебе казалось, было твоим по праву рождения, но которое всегда ускользало сквозь пальцы. Ты родился в семье нормандской мелкой знати, обреченной верой и правдой служить капризным графом д'Алансон. Эта безжалостная система вассал-сюзерен определяла каждую частицу твоего существования, твою землю, твою службу, твою нерушимую, но часто безответную верность. С ранних лет тебя не просто учили владеть мечом и копьем, тебя вколачивали в седло, учили жить и умирать по суровым законам чести. Ты был известен как храбрый воин, сражавшийся в бесчисленных кампаниях, но удача, эта коварная дама, никогда не была твоей постоянной спутницей. Твои военные успехи не принесли тебе ни богатства, ни высокого положения при дворе, как это часто бывало у более удачливых или, скажем прямо, более изворотливых рыцарей. Ты был человеком действия, прямолинейным до безрассудства, возможно, слишком гордым и совершенно несговорчивым. Ты сквайр, чья главная отнюдь незавидная обязанность – проливать кровь в военных походах, где тебя в любой момент могли отправить в холодную землю. Тебе уже далеко за 40. По средневековым меркам ты уже не молод, ты почти старик, и время неумолимо отсчитывает последние шансы. Твоя жизнь, Жан, методично, безжалостно летит в пропасть. Твой древний род, насчитывающий несколько веков, стоит на самой грани полного исчезновения. Почему? Потому что твой единственный брат, священник, а безжалостные болезни, как чума, регулярно выкашивающие Европу, уже забрали в могилу твою первую жену и твоего единственного маленького сына. Ты сидишь в ледяном, пропитанном отчаянием замке, до боли нуждаясь в наследнике, иначе все, ради чего сражались твои предки, превратится в прах, и твое имя будет стерто из истории. Брак в твоем мире – это не про романтику и любовь. Это холодный, расчетливый бизнес. За доброжелательными улыбками аристократов скрывается жестокая игра, где главная цель – власть, деньги и выгодные союзы.
Юридическая сторона брака, передача имущества и земель, играет куда большую роль, чем любое венчание в церкви. И вот ты находишь свой последний, отчаянный спасательный круг – молодую, красивую Маргариту. Она – единственная дочь известного нормандского рыцаря, а значит, с ней придут его земли и поместья. Возможно, с ней придет и надежда. Но твоя репутация уже была не просто запятнана, а растоптана чередой унизительных судебных тяжб, в частности, спором за земли с Жаком Легри, человеком, который когда-то был твоим товарищем по оружию. Ты пытаешься играть по правилам, но мир не играет по твоим. Ты идешь в суд, но судиться со своим лордом в те времена – это неслыханная, смертельная дерзость. Суд предсказуемо отдает землю Легрису, этому скользкому фавориту. Взбешенный твоим бунтом граф Пьер лишает тебя наследственной должности капитана крепости Беллем, которую занимал еще твой отец, вырывая из твоих рук последнее, что связывало тебя с родом. Ты покупаешь новые фермерские земли, но граф, глумясь, заставляет вернуть их, ведь ты не спросил его разрешения. Ты снова подаешь в суд и снова позорно проигрываешь. Ты теряешь земли. Ты окончательно, бесповоротно ссоришься с Легрисом, который, кажется, только укрепляет свою дьявольскую власть и даже становится персональным сквайром самого короля Франции. Ты превращаешься в социального изгоя, в клейменную, токсичную персону, запертую в своем поместье больше года. Твоя карьера разрушена, твоя честь растоптана, а карманы пусты. Пытаясь поправить разваливающиеся финансы и хоть как-то утереть нос врагам, ты с последней надеждой отправляешься в военный поход в Англию. Это не славная битва, а грязная, кровавая мясорубка. Операция оборачивается абсолютной, сокрушительной катастрофой. Ты теряешь больше половины своего отряда, не получаешь никакой добычи и возвращаешься домой с горой долгов за обмундирование. Твои легкие разрывает хроническая простуда, которая вытягивает из тебя последние силы, оставляя лишь изможденную оболочку. Да, ты наконец-то получаешь долгожданный титул рыцаря, удваивающий твое жалкое жалование. Но когда ты переступаешь порог своего дома, тебя встречает не радость, а звенящая, холодная пустота. Вы с Маргаритой женаты уже почти 5 лет, но она до сих пор не беременна. В твоем мире вина за бесплодие всегда, безоговорочно ложится исключительно на женщину. Ты смотришь на нее и чувствуешь, как отчаяние холодными тисками сжимает горло. У тебя нет наследника. Твоя древняя династия умрет вместе с тобой. Бесславно. Без следа. Именно это отчаянное стремление к восстановлению справедливости, к защите того, что ты считал своим, и к утверждению своей поруганной чести, определило твою трагическую судьбу. Твои действия, твой несгибаемый характер – все это было сформировано жесточайшими реалиями феодального мира, где право силы часто превалировало над законом, а честь рыцаря была не просто словом, но единственной основой всего существования. Ты был не просто рыцарем, ты был последним символом отчаянной борьбы за достоинство в мире, который, казалось, окончательно забыл о нем. Теперь перенесемся в мир Маргариты де Каруш, твоей жены, Жан. Мир средневековой женщины, особенно знатной, был не просто ограничен, это была золотая клетка, стены которой возвели мужчины, а окна были затянуты плотной тканью предрассудков и строгих правил. Ее голос, если и звучал, то был еле слышен, заглушен тысячелетним эхом патриархата, и уж точно не имел веса вне узкого круга семьи. Роль женщины в ту эпоху была высечена в камне. Быть безупречной женой, безропотной хозяйкой, бесперебойной фабрикой по производству наследников. От нее требовали не просто скромности и послушания, от нее ждали полного и абсолютного молчания, покорности своей судьбе. Маргарита, урожденная Тибувиль, происходила из знатного рода, и ее брак с тобой был, как и тысячи других, холодной партией в шахматы. Вопрос политического влияния, экономических выгод, а не порыв сердца или личный выбор. Ей было предначертано стать твоей верной спутницей, управлять домом, но самое главное – дать тебе столь желанного наследника. Это была ее крестная ноша, ее неизбежная обязанность. В январе 1386 года ты вынужден уехать в Париж, к казначею за своими деньгами. Очередной унизительный поход за тем, что причитается тебе по праву, но что мир упорно не желает отдавать. По пути ты заезжаешь в замок своего лорда в Аржентане. Ты хочешь показать всем, кто отвернулся от тебя. Ты выжил, ты вернулся, ты теперь полноправный рыцарь.
И вот там, как ядовитая змея, ты снова сталкиваешься с Жаком Легрисом. Твоя вновь обретенная гордость, твой новый выстраданный статус – все это жжет его самолюбие, вскрывая старые, гноящиеся раны. Легрис, известный своей порочной любвеобильностью и циничным расчетом, решает нанести тебе удар не по телу, а по самому сердцу, в самое уязвимое место. Он знал, он чувствовал, что Маргарита осталась одна в поместье твоей матери. И судьба, словно дьявольский сообщник, играет ему на руку. Твою мать вызывают в суд, она забирает почти всю прислугу, и твоя жена остается абсолютно беззащитной. И вот в один страшный день Легрис и его сообщник Адам Лувель врываются в твой дом. Они силой затаскивают Маргариту в спальню, и Легрис оскверняет ее тело и душу, ломает ее волю, забирает то, что нельзя вернуть. На прощание он бросает ей в лицо леденящую кровь угрозу. Если она хоть слово скажет, ты, ее собственный муж, собственными руками убьешь ее за поруганную честь, за то, что ей пришлось пережить. И она знала, что это не пустые слова. Спустя несколько дней ты возвращаешься домой. Тишина встречает тебя нежданно. Ночью, когда прислуга погружается в сон, сломленная, истерзанная Маргарита дрожащим шепотом выплескивает тебе этот невыносимый кошмар. Твои мысли в этот момент – это ад, развершийся прямо в твоей голове. Земля, казалось, ушла из-под ног. Мир рухнул. Твой бывший лучший друг, крестный твоего покойного сына, человек, укравший твои земли и твою должность, теперь осквернил твое ложе, твою жену, твою самую суть. Твое мужское эго, уже израненное и истерзанное, теперь растоптано в прах. Ярость ослепляет тебя, рука сама инстинктивно тянется к мечу. Но тут же, как ядовитый шепот из глубины души, закрадывается ужасающее сомнение. А вдруг она лжет? Вдруг она сама впустила его? Вдруг Легри прав, и я настолько жалок, что жена предпочла мне этого скользкого фаворита лорда? Ты борешься с этими чудовищными мыслями, понимая, Маргарита – женщина благородная. Она знает, что за добровольную измену или ложь ее ждет смерть на костре. Она не стала бы рисковать жизнью ради обмана. И ты, сквозь боль и ярость, решаешь ей верить. И тут Маргарита наносит тебе последний, сокрушительный удар, раскрывая деталь, от которой у тебя останавливается сердце, а мир вокруг замирает. После 5 лет отчаянного бесплодия она заявляет, что беременна. В нашем цивилизованном мире это стало бы главной, неопровержимой уликой, но в диком, беспощадном XIV веке это был приговор, страшнее смерти. Средневековая медицина и право утверждали железобетонный чудовищный миф. Женщина физиологически не может забеременеть, если ее взяли силой. Общество со всей своей жестокостью и невежеством верило, раз она беременна, значит получила удовольствие, значит это была добровольная измена. Ты смотришь на едва округлившийся живот своей жены, и в твоих глазах бездна отчаяния. 5 долгих, мучительных лет ты молил Бога, небо, каждого святого о наследнике, о продолжении твоего древнего рода. И теперь, когда семя наконец проросло, ты сходишь с ума от невыносимой неизвестности. Кто отец этого ребенка? Это твой долгожданный сын, зачатый перед твоим отъездом в Париж? Или это ублюдок твоего злейшего врага Жака Легриса, плод его порочного триумфа над тобой? Если ты признаешь ребенка чужим, ты уничтожишь свою честь, обрекая Маргариту на смерть. Если признаешь своим, возможно, ты посадишь на трон своего рода кровь человека, который тебя уничтожил, который растоптал твою жизнь. Это была идеальная, дьявольски изощренная психологическая ловушка. Ты собираешь семейный совет, где горячие споры грозят расколоть и без того хрупкий мир. Долго и мучительно вы решаете, стоит ли вообще предъявлять обвинения. Но Маргарита, несмотря на свою хрупкость, обладала несгибаемым волевым характером. Она бросила вызов не только Легрису, но и всем безжалостным устоям того общества. Она решила отстоять свою честь, не только свою, но и твою, и будущее твоего рода. Она официально, публично обвинила Жака Легри в том, что он надругался над ней. Это обвинение было равносильно взрыву бомбы в средневековом обществе, потрясшему его до основания. В то время женщина, заявляющая о таком преступлении, сталкивалась с немыслимым давлением, скептицизмом и даже позором. Ее слово против слова мужчины, особенно такого влиятельного, как Легри, практически ничего не стоили. Ей могли не поверить, ее могли обвинить в лжи, в клевете, в прелюбодеянии, что могло стоить ей жизни. Представьте себе ее мужество. В мире, где мужчина был бесспорным главой семьи и судьей, Маргарита осмелилась нарушить молчание.
Она поставила на кон не только свою репутацию, но и свою жизнь, а также жизнь своего мужа. Именно она, а не ты, Жан, была истинным инициатором этого дела. Тем голосом, который, несмотря на всю свою уязвимость, требовал справедливости. Ее решение, ее стойкость в условиях жестокого и патриархального мира делает ее одной из самых удивительных и трагических фигур этой истории. И вот мы подходим к третьей ключевой фигуре этой драмы – Жаку Легри. Человек, чья судьба переплелась с твоей, Жан, и с судьбой Маргариты, самым роковым образом. Легри был не просто твоим соседом или соратником, он был твоим антиподом и, в конечном счете, заклятым врагом. В отличие от тебя, Жан, Легри умел тонко чувствовать веяние придворной жизни. Он был не менее доблестным воином, но куда более образованным, харизматичным и, что немаловажно в ту эпоху, умеющим нравиться. Жак Легри был сквайром, который сумел завоевать особое расположение графа Пьера d'Аленсона, твоего сюзерена. Это положение фаворита принесло ему земли, доходы и, что самое ценное, влияние. Там, где ты, Жан, полагался на прямолинейность и старые связи, Легри преуспевал благодаря своему уму, обаянию и, возможно, хитрости. Между вами давно тлел конфликт. Земельные споры, соперничество за графское покровительство, а возможно и просто личная антипатия. Ты видел в нем выскочку, он в тебе застрявшего в прошлом упрямца. Именно это накопленное соперничество создало плодородную почву для трагедии. Когда Маргарита выдвинула свое обвинение, имя Легри стало звучать не как имя успешного придворного, а как имя монстра. Но он не дрогнул. Он выпрямился с показным негодованием, его глаза метали молнии возмущения, но в глубине их плясал ехидный огонек уверенности. Он понимал, насколько невероятно звучало обвинение, особенно от женщины, которая, согласно жестоким мифам той эпохи, не могла забеременеть от насилия. Это было его главное оружие. Легри встал перед судом не как обвиняемый, а как жертва чудовищной клеветы, как человек, чья безупречная репутация была цинично растоптана. Он говорил с холодным, расчетливым презрением, обращаясь к судьям и королю. Как мог я, Жак Легри, ваш верный слуга, королевский сквайр, человек, обласканный милостью графа Пьера, пойти на такое гнусное преступление? Моя честь, моя репутация, они дороже мне самой жизни. Это гнусная ложь, грязная интрига, сотканная из зависти и отчаяния. Он неустанно и искусно вплетал в свою защиту ядовитые нити сомнения. Господа судьи, взгляните на этого Карружа. Он потерял свои земли, лишился должности, проиграл все тяжбы. Он ищет мести, он ищет способ хоть как-то вернуть то, что ему по праву не принадлежит. Он использует свою несчастную жену как пешку в своей отчаянной игре. Он коварно намекал на легкомысленность Маргариты, на ее тайные симпатии и скрытые желания. Возможно, госпожа де Карруш сама была очарована моим положением, моей удачей. Женское сердце порой так переменчиво, не правда ли? Отвергнутая, она теперь пытается очернить меня, чтобы скрыть свой собственный позор. И, конечно, он с ледяным хладнокровием обрушил на Маргариту самый страшный удар – факт ее беременности. Ваше Величество, господа, подумайте, эта женщина утверждает, что ее взяли силой, но при этом она беременна. Какое чудовищное противоречие! Средневековая мудрость гласит, что истинное насилие не оставляет после себя плода. Разве это не доказательство ее добровольной уступчивости? Разве не ясно, что она лжет, и это плод ее собственной воли, а не насилия? Его слова были отточены как кинжал, каждый аргумент бил точно в уязвимые места средневекового сознания. Он апеллировал к логике, или тому, что считалось логикой в те времена, к общественным предрассудкам и, главное, к своей могущественной поддержке. Он был уверен в своей безнаказанности, в том, что его слово фаворита, перевесит шаткие обвинения женщины и отчаянные попытки отверженного рыцаря. Его самодовольная ухмылка, его пренебрежительный взгляд красноречиво говорили: «Вы проиграли, я выиграю. Всегда». Его защита была не просто юридической, она была психологической атакой, направленной на полное уничтожение Маргариты и Жана.
Он не только отрицал вину, он пытался превратить жертву в преступницу, а мстителя в клеветника. И эта его самоуверенность, подкрепленная властью и влиянием, делала его невероятно опасным противником, способным раздавить любую правду под тяжестью своих интриг и лжи. Когда Маргарита де Каруш выдвинула обвинение против Жака Легри, дело попало в руки средневекового правосудия, системы, которая для современного человека покажется полной противоречий, жестокости и мистицизма. Это не было правосудием, основанным на презумпции невиновности или криминалистической экспертизе. Скорее, это была сложная смесь феодальных обычаев, церковных догм и личных интересов сильных мира сего. Изначально дело рассматривалось в суде графа Пьера де Лансона, твоего сюзерена, Жан. И тут же проявилась вся предвзятость системы. Граф, будучи покровителем и другом Легри, не хотел верить обвинениям против своего фаворита. Его суд, вероятно, не был заинтересован в тщательном расследовании, а скорее в быстром разрешении конфликта в пользу Легри. Маргарита, как женщина, не могла выступать в суде от своего имени. Ее интересы представлял ты, Жан. Но даже твое свидетельство и твои доводы столкнулись с глухой стеной отрицания и неверия. И вот происходит то, от чего у тебя темнеет в глазах от ярости. Ты вынужден стоять в стороне, стиснув зубы, и слушать, как этот лощеный столичный юрист публично уничтожает твою жизнь, а по сути, жизнь твоей жены. Именно в этот момент, когда все юридические пути, казалось, зашли в тупик, ты, Жан, принял решение, которое потрясло бы всю Францию. Ты обратился к королю Карлу VI с требованием Божьего суда. Судебный поединок или дуэль чести был последним средством для разрешения дел, в которых не хватало доказательств. И особенно в тех случаях, когда речь шла о чести. Считалось, что Бог сам укажет на правого, даровав ему победу. Это был не просто поединок, а священный ритуал, где божественное вмешательство должно было раскрыть истину. Отказываясь от обычных процедур и требуя дуэли, ты фактически бросил вызов всей системе, перенеся спор из зала суда на поле боя, где правосудие должно было вершиться не людьми, а Богом. Представьте себя на месте следователя в XIV веке, когда столкнулись с обвинением Маргариты. Забудьте о ДНК-анализе, отпечатках пальцев или камерах видеонаблюдения. В то время само понятие «расследование» сильно отличалось от современного. Доказательствами служили в основном свидетельские показания, репутация сторон, клятвы и, что уж говорить, часто субъективные мнения властимущих. В деле Маргариты де Каруш и Жака Легри ситуация была крайне осложнена. Единственным прямым свидетелем произошедшего была сама Маргарит. Ее слово, как мы уже говорили, в патриархальном обществе имело куда меньший вес, чем слово мужчины, особенно обвиняемого. Легри, естественно, категорически отрицал свою вину. У него были алиби, хоть и сомнительные и зависящие от показаний его слуг, которые, конечно, были заинтересованы в его оправдании. Отсутствовали какие-либо физические доказательства, которые могли бы однозначно подтвердить или опровергнуть версию Маргариты. Это был настоящий лабиринт, где каждый поворот вел к новым сомнениям. Судьи, лишенные современных инструментов, были вынуждены опираться на косвенные улики, на характер сторон, на их прошлые поступки. Свидетели часто давали показания под давлением или из личной выгоды. Само обвинение в насилии было настолько постыдным для женщины, что мысль о том, что Маргарита могла бы выдумать его ради клеветы, казалась многим абсурдной, но не невозможной. И вот здесь проявилась невероятная сила духа. Маргариту допрашивают часами, ей угрожают пытками, ей в красках описывают, как огонь будет пожирать ее плоть на костре. В этот момент ты, старый вояка, видевший смерть в лицо, впервые испытываешь настоящий трепет перед женщиной. Под страхом мучительной гибели она раз за разом, не путаясь ни в одном слове, подтверждает свою клятву. Она не ломается. И, глядя на ее стальную волю, все твои внутренние демоны и сомнения замолкают. Ты веришь ей абсолютно. Именно эта неспособность найти железные доказательства и ее стойкость привели дело к его драматической развязке, к Божьему суду, где истина должна была быть выкована не в юридических дебатах, а в бою. По мере того, как дело Маргариты де Каруш и Жака Легри развивалось, оно выходило далеко за рамки личного конфликта и становилось вопросом государственной важности, затронув самые высокие эшелоны власти. В средневековой Франции, где каждый лорд обладал значительной властью на своих землях, король был высшим арбитром справедливости. Система вассал-сюзерен предполагала, что граф является твоим непосредственным господином, но над ним стоит сам король.
Изначально дело находилось в юрисдикции графа Пьера d'Аленсона, твоего сюзерена, Жан, и покровителя Жака Легри. Неудивительно, что граф занял сторону своего фаворита. Его суд быстро отклонил обвинения Маргариты, объявив их клеветой, что стало серьезным ударом по твоей чести и достоинству твоей жены. Этот эпизод ярко демонстрирует, как личные связи и влияния могли искажать правосудие на местном уровне. Граф не просто защищал своего человека, он утверждал свою власть и свое право принимать окончательные решения в своих владениях. Однако ты, Жан, не смирился с этим приговором. Твое обращение в парижский парламент, а затем и лично к молодому королю Карлу VI было актом невероятной смелости и решимости. Ты напрямую бросил вызов власти могущественного графа и потребовал высшей справедливости. Король Карл VI, несмотря на свой юный возраст и хрупкое психическое состояние, оказался перед сложным выбором. Отказать в Божьем суде значило бы подорвать авторитет королевской власти как гаранта справедливости. Удовлетворить просьбу означало вмешаться в дела могущественного графа и признать, что местные суды могут быть неправедными. В конце концов, осознав серьезность обвинения и готовность обеих сторон подтвердить свою правоту смертельным поединком, король дал свое согласие. Это решение возвысило дело к оружию до национального масштаба, превратив личную трагедию в публичный спектакль, на исход которого теперь взирала вся Франция. В средневековом обществе понятие чести было не просто абстрактной концепцией, оно было буквально вопросом жизни и смерти. Для рыцаря честь была его самым ценным достоянием, основой его социального статуса, его репутации, его места в мире. Потерять честь означало потерять все. В деле де Каружа и Легри ставки были подняты до абсолютного предела. Для тебя, Жан, на кону стояло все. Твоя собственная честь как рыцаря, твое доброе имя и, что важнее всего, честь твоей жены, Маргариты. Обвинение Легри в насилии над Маргаритой, если бы оно не было доказано или если бы ты проиграл поединок, означало бы, что твоя жена лжесвидетельствовала. А за это по законам того времени полагалась одна из самых страшных казней – сожжение на костре. Ты, Жан, не мог допустить такого позора. Твоя готовность сразиться насмерть была не просто актом мести, а последней попыткой защитить честь семьи и, в сущности, спасти жизнь Маргариты. Если бы ты проиграл дуэль, ты бы не только умер, но и погиб бы опозоренным, а твоя жена была бы публично казнена. Для Маргариты ставки были еще выше. Она была не просто свидетельницей или жертвой, она была центром всей этой драмы. Ее обвинения, ее храбрость говорить правду в мире, который не хотел ее слышать, привели к судебному поединку. Если бы Легри победил, это было бы воспринято как Божий приговор о ее лжи. Ее судьба, смерть в пламени, была напрямую связана с исходом дуэли. И, наконец, для Жака Легри, который утверждал свою невиновность, на кону тоже стояла жизнь. Он мог бы отказаться от поединка, но это означало бы молчаливое признание вины и полное крушение его карьеры и репутации. Он был фаворитом графа, человеком с амбициями и положением. Он не мог позволить себе отступить, иначе потерял бы все, даже если бы сохранил жизнь. Таким образом, предстоящий поединок был не просто схваткой двух мужчин, а кульминацией, где решалась не только их судьба, но и судьба Маргарит, и сама природа средневековой справедливости. Наконец, настал день суда Божьего, один из самых драматичных моментов в истории средневековой Франции. 29 декабря 1386 года. Местом действия стала Парижская арена, специально возведенная у аббатства Сен-Мартен-де-Шан. Это было не просто поле битвы, а театральная сцена для исполнения ритуала, призванного раскрыть божественную истину. Представь себе толпы людей, съехавшихся со всей округи, чтобы стать свидетелями этого невероятного зрелища. Среди них сам молодой король Карл VI со всем своим двором, принцы крови, влиятельные вельможи и простой народ, жаждущий увидеть правосудие, свершаемое Божьей рукой. Атмосфера была наэлектризована смесью страха, благоговения и ожидания. Ты не спал всю ночь. Твои оруженосцы облачают тебя в доспехи. Ты берешь длинное копье, 2 меча, тяжелый боевой топор и длинный кинжал. Власти тщательно проверяют твое оружие и даже седло лошади, чтобы убедиться, что ты не спрятал амулеты черной магии. Твое сердце бьется, как тяжелый кузнечный молот. Ты все еще болен. Ты истощен судами. Легри физически крупнее и моложе тебя. Ритуал был тщательно выверен. Перед поединком обе стороны должны были принести клятвы. Ты клялся в правоте своей жены и своей готовности умереть за нее.
Легри клялся в своей невиновности. Эти клятвы были не просто словами, они были обращением к Богу, заверением своей правдивости перед лицом вечности. Затем священники освящали оружие и поле боя, призывая Господа указать на правого. Маргарита, бледная, но непоколебимая, стояла на деревянном помосте, одетая в черное в ожидании. Ее судьба висела на волоске. Если ты проиграешь, она тут же на глазах у всех будет сожжена заживо. Рыцари облачились в доспехи. Им были предоставлены одинаковые условия – лошади, копья, мечи, кинжалы. Это был не обычный турнир, а смертельная схватка. Каждый удар, каждый промах имел значение. Это был не только физический бой, но и духовное испытание, где вера в Бога и вера в свою правоту должны были дать силы для победы. Последний суд Божий начался, и его исход должен был определить истину для всей нации. Ты сидишь в седле боевого коня. На тебе 30 килограммов железа и кольчуги. Твои легкие все еще горят от хронической простуды, привезенной из Шотландии. Тело ноет от слабости. На противоположном конце 70-метровой арены стоит он, Жак Легри, твой бывший лучший друг, человек, крестивший твоего мертвого сына, укравший твои земли и осквернивший твою жену. Ты бросаешь последний взгляд на трибуны. Там, окруженная толпой, сидит Маргарита. Она не показывает страх. Она верит тебе. В тебя. Ты понимаешь, сегодня ты сражаешься не за земли и не за титулы. Если твой меч дрогнет, если ты упадешь и не сможешь встать, палачи немедленно бросят факел в эти дрова. Ты вживую услышишь, как кричит твоя жена, сгорая заживо из-за того, что ты оказался слаб. Ты шепчешь ей свои последние слова. Все в руках Божьих. И даешь шпоры коню. Толпа воет. Твой пульс все яростнее стучит в висках. Главное правило судебной дуэли – никаких правил. Вы сходитесь на огромной скорости. 70 метров исчезают за 5 секунд. Тяжелые копья с чудовищным хрустом ломаются о щиты. От удара у тебя темнеет в глазах, но ты чудом удерживаешься в седле. Вы разворачиваетесь, выхватываете тяжелые боевые топоры. Легри моложе, крупнее и здоровее тебя. Он находит брешь в твоей защите и со всей мощи обрушивает топор. Лезвие скользит по твоей броне и глубоко вонзается в шею твоего коня. Животное с предсмертным хрипом рушится на пропитанный кровью песок. Ты успеваешь выскочить из седла, но теперь ты пешим против всадника. Это смертный приговор. Легри разворачивает коня, чтобы растоптать тебя. Тобой движет чистый первобытный инстинкт выживания. За мгновение до удара копыт ты уворачиваешься и всаживаешь свой топор прямо в живот его лошади, по самую рукоять. Легри летит на землю. Оба на ногах, в ход идут мечи. Под глухими доспехами нечем дышать, и едкий пот заливает тебе глаза. Твоя болезнь дает о себе знать, с каждым взмахом меча силы стремительно покидают тебя. Легри это видит, он быстрее. Он делает выпад и вонзает свой меч в незащищенную часть твоего бедра. Острая сталь разрывает мышцы. Кровь толчками вытекает на песок. По трибунам проносится вздох ужаса. Тысячи глаз устремляются на Маргариту. Конец как никогда близок. Нога подкашивается. Ты чувствуешь запах собственной крови и запах дыма от костра, который уже готовы разжечь. Ты смотришь на женщину, которая готова смиренно принять свою судьбу. Ты понимаешь, что никогда не увидишь своего нерожденного, но такого долгожданного сына. И тут противник совершает фатальную ошибку. Уверенный, что ты сейчас истечешь кровью и рухнешь, он выдергивает меч и делает шаг назад. Вместо того, чтобы упасть, ты собираешь всю свою ярость, всю боль последних лет. Ты делаешь отчаянный рывок вперед, хватаешь его рукой за шлем и всей своей массой валишь на землю. Легри лежит на спине. Из-за веса новейших дорогих пластинчатых доспехов он становится неповоротливым жуком, закованным в сталь. Ты наваливаешься на него сверху. Но его броня идеальна, в ней нет ни единой щели. Твой окровавленный меч просто с мерзким скрежетом скользит по металлу. Твоя нога кровоточит, ты понимаешь. Если ты не убьешь его прямо сейчас, ты потеряешь сознание, и вы с Маргаритой мертвы. В панике, дрожащими в латных рукавицах пальцами, ты лихорадочно ощупываешь его шлем, пытаясь найти рычажок, открывающий визор. Легрис бешено мотает головой, сопротивляясь. Наконец, замок поддается. Ты срываешь защиту с его лица. Ты смотришь в глаза человека, которого когда-то называл братом. «Признайся», — хрипишь ты на всю арену. Легрис смотрит на тебя со смесью страха и упрямства.
«Перед лицом Бога я не виновен», — выплевывает он. Внутри тебя все обрывается. Никакого раскаяния, никакой правды. Только гордыня до самого конца. «Тогда будь ты проклят», — произносишь ты. И силой вонзаешь кинжал прямо в его открытое горло. Ты победил. Молодой король Карл VI объявляет о твоем триумфе и вручает тебе 1000 золотых франков. Охрана расступается, и к тебе бежит плачущая Маргарита. Тело Легриса тащат за ноги на холм Монтфокон и сбрасывают в общую яму к убийцам и ворам. Поражение автоматически сделало его виновным перед людьми и Богом. Ты восстановишь свое положение, станешь личным рыцарем короля и погибнешь как герой в битве с османским султаном при Никополе спустя 10 лет. Но в чем же главная историческая тайна? Даже после твоей победы споры не утихли. Гениальный адвокат Легриса Жан Лекок записал в своем тайном дневнике: «Никто на самом деле не знает правды». Долгие века историки будут сомневаться. Они будут строить теории, что Маргарита в темноте перепутала Легриса с кем-то другим, или что ты, манипулятивный психопат, специально заставил забитую жену солгать, чтобы изощренно отомстить бывшему другу за потерянные земли и вернуть себе власть. Но подумай сам. Если бы Маргарита лгала по твоему приказу, стала бы она называть имя второго соучастника, Адама Лувеля. Ведь если бы у Лувеля оказалось железное алиби, вся ваша ложь рухнула бы в ту же секунду, обрекая ее на костер. Она не могла случайно перепутать одного человека с двумя, и она не отступила от своих слов даже под угрозой страшной пытки огнем. В 1386 году восторжествовала справедливость, или это было самое гениальное и кровавое судебное убийство в истории Франции. Ответ навсегда остался лежать в общих могилах вместе с Жаном де Карружем и Жаком Легрисом. Если эта история заставила тебя задуматься, поставь лайк и подпишись на канал, а в комментариях напиши, веришь ли ты в виновность Легри или считаешь его жертвой. До встречи в новом погружении в роковые судьбы прошлого.